Хорошо было за городом. Стояло лето, рожь уже пожелтела, овсы зеленели, сено было сметано в стого. По зеленому лугу расхаживал длинноногий аист и болтал по-египетски. Он выучился этому языку от матери. За полями и лугами шли большие леса с глубокими озерами в чаще. Да, хорошо было за городом. Прямо на солнышке лежала старая усадьба, окруженная глубокими канавами с водой. От самого строения вплоть до воды рос лопух, да такой большой, что маленькие ребятишки могли стоять под самыми крупными из его листьев во весь рост. В самой чаще лопуха было так же глухо и дико, как в густом лесу, и вот там-то сидела на яйцах утка. Сидела она уже давно, и ей порядком надоело это сидение. Ее мало навещали. Другим уткам больше нравилось плавать по канавкам, чем сидеть в лопухе да крякать с нею. Наконец яичные скорлупки затрещали. «И!» Послышалось из них, яичные желтки ожили и повысунули из скорлупок носики. «Живо! Живо!» Закрякала утка, и утята заторопились, кое-как выкарабкались и начали озираться кругом, разглядывая зеленые листья лопуха. Мать не мешала им, зеленый свет полезен для глаз. «Как мир велик!» — сказали утята. Еще бы! Теперь у них было куда больше места, чем тогда, когда они лежали в яйцах. «А вы думаете, что тут и весь мир?» — сказала мать. «Нет, он идет далеко-далеко, туда, за сад, в поле священника, но там я отроду не бывала». «Ну все, что ли, вы тут?» И она встала. «Ах, нет, не все. Самое большое яйцо целёхонько. Да скоро ли этому будет конец? Право, мне уж надоело». И она уселась опять. «Ну, как дела?» Заглянула к ней старая утка. «Да вот еще одно яйцо остается», — сказала молодая утка. «Сижу, а все толку нет. Но посмотри-ка на других. Просто прелесть. Ужасно похожа на отца. А он-то негодный и не навестил меня ни разу. Постой-ка, я взгляну на яйцо», — сказала старая утка. «Может статься, это индюшечье яйцо. Меня тоже надули раз. Ну и маялась же я, как вывела индюшат. Они страсть как боятся воды, уж я и крякала, и звала, и толкала их в воду. Не идут, дай конец. Дай мне взглянуть на яйцо. Ну так и есть. Индюшечье. Брось-ка его да ступай, учи других плавать. Посижу уж еще», — сказала молодая утка. «Сидела столько, что можно посидеть и еще немножко». «Как угодно», — сказала старая утка и ушла. Наконец затрещала скорлупка из самого большого яйца. И оттуда вывалился огромный некрасивый птенец. Утка оглядела его. «Ужасно велик», — сказала она, — «и совсем не похож на остальных». «Неужели это индюшонок?» «Ну да, в воде-то он у меня побывает, хоть бы мне пришлось столкнуть его туда силой». На другой день погода стояла чудесная, зеленый лопух весь был залит солнцем. Утка со всей своей семьей отправилась к канаве. Бултых, и утка очутилась в воде. «За мной! Живо!» Позвала она утят, и те один за другим тоже бултыхнулись в воду. Сначала вода покрыла их с головками, но затем они вынырнули и поплыли так, что любо. Лапки у них так и работали, некрасивый серый утёнок не отставал от других. «Какой же это индюшонок?» — сказала утка. «Ишь, как славно гребет лапками, как прямо держится. Нет, это мой собственный сын. Да он вовсе не дурен, как посмотришь на него хорошенько. Ну, живо, живо, за мной. Я сейчас веду вас в общество, мы отправимся на птичий двор. Но держитесь ко мне поближе, чтобы кто-нибудь не наступил на вас, да берегитесь кошек». Скоро добрались и до птичьего двора. Батюшки, что тут был за шум и гам? Две семьи дрались из-за одной угренной головки, и в конце концов она досталась кошке. «Вот как идут дела на белом свете», — сказала утка и облизнула язычком клюв. Ей тоже хотелось отведать угренной головки. «Ну, шевелите лапками», — сказала она утятам. «Крякните и поклонитесь вон той старой утке. Она здесь знатнее всех. Она испанской породы и потому такая жирная. Видите, у нее на лапке красный лоскуток. Как красиво. Это знак высшего отличия, какого только может удостоиться утка. Люди дают этим понять, что не желают потерять ее, поэтому лоскутку ее узнают и люди, и животные. Ну, живо. Да не держите лапки вместе. Благовоспитанный утенок должен держать лапки врозь и выворачивать их наружу, как папаша с мамашей. Вот так. Кланяйтесь теперь и крякайте». Они так и сделали, но другие утки оглядывали их и громко говорили: «Ну, вот еще целая орава. Точно нас мало было. А один-то какой безобразный».
Его уж мы не потерпим». И сейчас же одна утка подскочила и клюнула его в шею. «Оставьте его», — сказала утка-мать. «Он вам ведь ничего не сделал». «Положим, но он такой большой и странный», — отвечала забияка. «Ему и надо задать хорошенько. Славные у тебя детки», — сказала старая утка с красным лоскутком на лапке. «Все очень милы, кроме одного. Этот не удался. Хорошо бы его переделать». «Никак нельзя, ваша милость», — ответила утка-мать. «Он некрасив, но у него доброе сердце, и плавает он не хуже, смею даже сказать, лучше других. Я думаю, что он вырастет, похорошеет или станет со временем поменьше. Он залежался в яйце, а того и не совсем удался». И она провела носиком по перышкам большого утёнка. «Кроме того, он селезень, а ему красота не так нужна. Я думаю, что он возмужает и пробьет себе дорогу. Остальные утята очень-очень милы», — сказала старая утка. «Ну, будьте же как дома, а найдете угриную головку, можете принести ее мне». Вот они и стали вести себя как дома. Только бедного утёнка, который вылупился позже всех и был такой безобразный, клевали, толкали и осыпали насмешками решительно все, и утки, и куры. «Он больно велик», — говорили все, а индюк, который родился со шпорами на ногах и потому воображал себя императором, надулся и, словно корабль на всех парусах, подлетел к утёнку, поглядел на него и присердито залопотал. Гребешок у него так весь и налился кровью. Бедный утёнок просто не знал, что ему делать, как быть. И надо же ему было уродиться таким безобразным посмешищем для всего птичьего двора. Так прошел первый день, затем пошло еще хуже. Все гнали бедняжку, даже братья и сестры сердито говорили ему: «Хоть бы кошка утащила тебя, несносного урода». А мать прибавляла: «Глаза бы мои тебя не видали». Утки клевали его, куры щипали, а девушка, которая давала птицам корм, толкала ногою. Не выдержал утёнок, перебежал двор и через изгородь. Маленькие птички испуганно вспорхнули из кустов. «Они испугались меня, такой я безобразный», — подумал утёнок и пустился с закрытыми глазами дальше, пока не очутился в болоте, где жили дикие утки. Усталый и печальный он просидел тут всю ночь. Утром утки вылетели из гнезд и увидали нового товарища. «Ты кто такой?» — спросили они, а утёнок вертелся, раскланиваясь на все стороны, как умел. «Ты пребезобразный», — сказали дикие утки. «Но нам до этого нет дела, только не вздумай породниться с нами». Бедняжка. Где уж ему было и думать об этом? Лишь бы позволили ему посидеть тут в камышах да попить болотной водицы. 2 дня провел он в болоте, на третий явились 2 диких гусака. Они недавно вылупились из яиц и потому выступали с большим форсом. «Слушай, дружище», — сказали они, — «ты такой урод, что право нравишься нам. Хочешь бродить с нами и быть вольной птицей? Недалеко отсюда, в другом болоте, живут примиленькие дикие гусыни-барышни. Они умеют говорить «раб, раб». Ты такой урод, что чего доброго, будешь иметь у них большой успех». Пиф, паф, раздалось вдруг над болотом, и оба гусака упали в камыши мертвыми, вода окрасилась кровью. Пиф, паф, раздалось опять, и из камышей поднялась целая стая диких гусей. Пошла пальба. Охотники окружили болото со всех сторон. Некоторые из них сидели в нависших над болотом ветвях деревьев. Голубой дым облаками окутывал деревья и стлался над водой. По болоту шлепали охотничьи собаки, камыш качался из стороны в сторону. Бедный утёнок был ни жив, ни мертв от страха и только хотел спрятать голову под крыло, как глядь, перед ним охотничья собака с высунутым языком и сверкающими злыми глазами. Она приблизила к утёнку свою пасть, оскалила острые зубы и, шлёп-шлёп, побежала дальше. «Слава богу!» — перевёл дух утёнок. «Слава богу! Я так безобразен, что даже собаке не хочется укусить меня». И он притаился в камышах, над головой его то и дело летали дробинки, раздавались выстрелы. Пальба стихла только к вечеру, но утёнок долго ещё боялся пошевелиться. Прошло ещё несколько часов, пока он осмелился встать, оглядеться и пуститься бежать дальше по полям и лугам. Дул такой сильный ветер, что утёнок еле-еле мог двигаться. К ночи он добежал до бедной избушки. Избушка так уже обветшала, что готова была упасть, да не знала, на какой бок, а того и держалась. Ветер так и подхватывал утёнка, приходилось упираться в землю хвостом. Ветер, однако, всё крепчал, что было делать утёнку. К счастью, он заметил, что дверь избушки соскочила с одной петли и висит совсем криво. Можно было свободно проскользнуть через эту щель в избушку. Так он и сделал. В избушке жила старушка с котом и курицей.
Кота она звала сыночком. Он умел выгибать спинку, мурлыкать и даже испускать искры, если его гладили против шерсти. У курицы были маленькие, коротенькие ножки. Ее и прозвали коротконожкой. Она прилежно несла яйца, и старушка любила ее, как дочку. Утром пришельцы заметили, кот начал мурлыкать, а курица клохтать. «Что там?» — спросила старушка, осмотрелась кругом и заметила утёнка, но по слепоте своей приняла его за жирную утку, которая отбилась от дому. «Вот так находка», — сказала старушка. «Теперь у меня будут утиные яйца, если только это не селезень». «Ну да, увидим, испытаем». И утёнка приняли на испытание, но прошло недели 3, а яиц все не было. Господином в доме был кот, а госпожой — курица, и оба всегда говорили «мы» и «свет». Они считали самих себя половиной всего света, притом лучшей его половиной. Утёнку же казалось, что можно на этот счет быть и другого мнения. Курица, однако, этого не потерпела. «Умеешь ты нести яйца?» — спросила она утёнка. «Нет, так и держи язык на привязи». А кот спросил: «Умеешь ты выгибать спинку, мурлыкать и испускать искры?» «Нет, так и не суйся со своим мнением, когда говорят умные люди». И утёнок сидел в углу, нахохлившись. Вдруг вспомнились ему свежий воздух и солнышко, и ему страшно захотелось поплавать. Он не выдержал и сказал об этом курице. «Да что с тобой?» — спросила она. «Бездельничаешь, вот тебе блажь в голову и лезет. Неси-ка яйца или мурлычь, дурь-то и пройдет». «Ах, плавать по воде так приятно», — сказал утёнок. «А что за наслаждение нырять в самую глубь с головой?» «Хорошо наслаждение», — сказала курица. «Ты совсем рехнулся. Спроси у кота, он умнее всех, кого я знаю, нравится ли ему плавать или нырять. О себе самой я уж не говорю. Спроси, наконец, у нашей старушки-госпожи, умнее ее нет никого в свете. По-твоему, и ей хочется плавать или нырять с головой? Вы меня не понимаете», — сказал утёнок. «Если уж мы не понимаем, так кто тебя и поймет. Что же, ты хочешь быть умнее кота и госпожи, не говоря уже обо мне? Не дури, а благодари-ка лучше Создателя за все, что для тебя сделали. Тебя приютили, пригрели, тебя окружает такое общество, в котором ты можешь чему-нибудь научиться, но ты пустая голова, и говорить-то с тобой не стоит. Уж поверь мне, я желаю тебе добра, потому и браню тебя, поэтому всегда узнаются истинные друзья. Старайся же нести яйца или выучись мурлыкать да пускать искры. Я думаю, мне лучше уйти отсюда, куда глаза глядят», — сказал утёнок. «И с Богом», — отвечала курица. И утёнок ушел, плавал и нырял с головой, но все животные по-прежнему презирали его за безобразие. Настала осень, листья на деревьях пожелтели и побурели, ветер подхватывал и кружил их по воздуху. Наверху, в небе, стало так холодно, что тяжелые облака сеяли градом и снегом, а на изгороди сидел ворон и каркал от холода во все горло. Замерзнешь при одной мысли о таком холоде. Плохо приходилось бедному утёнку. Раз вечером, когда солнышко еще так славно сияло на небе, из-за кустов поднялась целая стая чудных больших птиц. Утёнок сроду не видал таких красавцев. Все они были белы, как снег, с длинными гибкими шеями. То были лебеди. Они испустили какой-то странный крик, взмахнули великолепными большими крыльями и полетели с холодных лугов в теплые края, за синее море. Они поднялись высоко-высоко, а бедного утёнка охватило какое-то странное волнение. Он завертелся в воде, как волчок, вытянул шею и тоже испустил такой громкий и странный крик, что и сам испугался. Чудные птицы не шли у него из головы, и когда они окончательно скрылись из виду, он нырнул на самое дно, вынырнул опять и был словно вне себя. Утёнок не знал, как зовут этих птиц, куда они летели, но полюбил их, как не любил до сих пор никого. Он не завидовал их красоте, ему и в голову не могло прийти пожелать походить на них. Он рад бы был и тому, чтоб хоть утки-то его от себя не отталкивали. Бедный безобразный утёнок. А зима стояла холодная-прехолодная. Утёнку приходилось плавать по воде без отдыха, чтобы не дать ей замерзнуть совсем. Но с каждой ночью, свободное ото льда, пространство становилось все меньше и меньше. Морозило так, что ледяная кора трещала. Утёнок без устали работал лапками, но под конец обессилел, приостановился и весь обмерз. Рано утром мимо проходил крестьянин, увидал примёрзшего утёнка, разбил лед своим деревянным башмаком и принес птицу домой к жене. Утёнка отогрели, но вот дети вздумали поиграть с ним, а он вообразил, что они хотят обидеть его, и шарахнулся со страха прямо в подойник с молоком. Молоко все расплескалось.
Женщина вскрикнула и всплеснула руками. Утёнок между тем влетел в катку с маслом, а оттуда — в бочонок с мукой. Батюшки, на что он был похож! Женщина вопила и гонялась за ним с угольными щипцами. Дети бегали, сшибая друг друга с ног, хохотали и визжали. Хорошо, что дверь стояла отворенной. Утёнок выбежал, кинулся в кусты, прямо на свежевыпавший снег, и долго-долго лежал там почти без чувств. Было бы чересчур печально описывать все злоключения утёнка во время суровой зимы. Когда же солнышко опять пригрело землю своими теплыми лучами, он лежал в болоте, в камышах. Запели жаворонки, пришла весна красна. Утёнок взмахнул крыльями и полетел, теперь крылья его шумели и были куда крепче прежнего. Не успел он опомниться, как уже очутился в большом саду. Яблони стояли все в цвету, душистая сирень склоняла свои длинные зеленые ветви над извилистым каналом. Ах, как тут было хорошо, как пахло весною! Вдруг из чащи тростника выплыли 3 чудных белых лебедя. Они плыли так легко и плавно, точно скользили по воде. Утёнок узнал красивых птиц, и его охватила какая-то странная грусть. «Полечу-ка я к этим царственным птицам. Они, наверное, убьют меня за мою дерзость, за то, что я, такой безобразный, осмелился приблизиться к ним, но пусть. Лучше быть убитым ими, чем сносить щипки уток и кур, толчки птичницы, да терпеть холод и голод зимою». И он слетел в воду и поплыл навстречу красавцам-лебедям, которые, завидя его, тоже устремились к нему. «Убейте меня», — сказал бедняжка и опустил голову, ожидая смерти. Но что же увидал он в чистой, как зеркало, воде? Своё собственное отражение, но он был уже не безобразной темно-серой птицей, а лебедем. Не беда появиться на свет в утином гнезде, если вылупился из лебединого яйца. Теперь он был рад, что перенес столько горя и бедствий. Он лучше мог теперь оценить свое счастье и все окружавшее его великолепие. Большие лебеди плавали вокруг него и ласкали его, гладя клювами по перышкам. В сад прибежали маленькие дети. Они стали бросать лебедям хлебные крошки и зерна, а самый маленький из них закричал: «Новый, новый!» И все остальные подхватили: «Да, новый, новый!» Хлопали в ладоши и приплясывали от радости. Потом побежали за отцом с матерью и опять бросали в воду крошки хлеба и пирожного. Все говорили, что новый красивее всех. Такой молоденький, прелестный. И старые лебеди склонили перед ним головы. А он совсем смутился и спрятал голову под крыло, сам не зная зачем. Он был чересчур счастлив, но нисколько не гордился. Доброе сердце не знает гордости, помня то время, когда все его презирали и гнали. А теперь все говорят, что он прекраснейший между прекрасными птицами. Сирень склоняла к нему в воду свои душистые ветви, солнышко светило так славно. И вот крылья его зашумели, стройная шея выпрямилась, а из груди вырвался ликующий крик. Нет, о таком счастье я и не мечтал, когда был еще безобразным утёнком.